Целый месяц я путешествовала в автодоме с другом. И в этом видео я расскажу, как это было, какие были сложности и почему я уехала. Не полезу на Грибы. Мы познакомились с Вано через общего друга. И я ехала на север, в штат Монтана. А Вано уже был там, в национальном парке Глейшер, и он нашел классный бесплатный кемпинг. Точно лисичка? Ты же видишь, у них ушки. Они явно съедобные, мне кажется. Встали мы сегодня опять в 4 утра. Это тоже новый для меня опыт. Я обычно не хожу так рано в хайке. Не помню, шла ли я здесь, но тропа какая-то есть. Можно очень неожиданно напороться на медведя. Я вижу. Прям реально гризли. Мы провели неделю с Вано и решили продолжить путешествие вместе. Но так как на скутере я его не догоню, мы решили запихнуть мой скутер к нему в автодом и продолжить путешествие на вене. Его подержать? Он поместился. Да. Честно, я не знаю, чем это закончится, как мы будем уживаться целый месяц практически незнакомым человеком в маленьком автодоме. Но в любом случае я всегда могу сесть на байк и уехать. Расскажи о себе, и кто ты, чем ты занимаешься и как ты оказался в Америке. Меня зовут Вано. Я из Беларуси. И последние 20 лет я работал в IT. 15 из них практически я прожил в Америке. То есть я переехал по специальности в Америку, получил сначала рабочую визу, потом грин-карту и в конце концов гражданство. И продолжал работать вот в айтишке все эти 20 лет. В какой-то момент, я не знаю, кто-то называет это выгоранием, кто-то называет это кризис среднего возраста, кто-то называет это просто вырвался из кабалы. То есть для меня просто совпали многие вещи. То есть с точки зрения семьи, ребенок пошел в институт, значит, решился вопрос жилищный. То есть я позакрывал все свои какие-то гештальты, хвосты и обязанности и почувствовал себя немножко свободнее, чтобы наконец решиться перестроить свою жизнь. Я не хочу сказать бросить работу, потому что я продолжаю работать в дороге. Но в какой-то момент сказал, я хочу работать и заниматься тем, что мне нравится. И вот полтора года назад я купил себе автодом, который вот там на заднем плане виден. И год я его доделывал, подготавливался, подсчитывал, пересчитывал, в общем, все, закрывал все хвосты. И вот полгода как я уже пошел как это называется? В отрыв пошел, да. Я Америку, прожив 15 лет, практически не изучал, оставлял ее, так сказать, на потом. И решил для себя, что вот сейчас, как раз у меня есть время, я посещу как минимум по месяцу каждый штат, который я проезжаю, чтобы спокойно его изучить, посмотреть, пожить там и получить удовольствие вот от новых культур, потому что даже то, что Америка это одна страна, в ней куча разных культур, национальностей и приезжих, и местных, и, конечно, хочется со всем этим разобраться, вот поэтому сейчас езжу, получаю удовольствие. Приехали к водопадам на Луз. Вон там даже что-то течет. Хотя на самом деле такая жара стоит. Очень все сухое. Я думаю, что воды не будет.
Мой дом на целый месяц. Уже видно, наверное, что это очень маленькое пространство. Вот тут кухня, есть вода, есть из краника питьевая вода. Здесь тоже большой шкаф, есть зеркало. Вот так. И вот эти две дверцы, они отделяют ту комнату от этой. Получается целая двухкомнатная квартира. Есть микроволновка и огромный холодильник. В этом, конечно, большой плюс автодома, потому что можно приготовить себе поесть, можно выбирать качественную, здоровую пищу, они есть там где-то на заправках. Но слишком много еды тоже невозможно купить, поэтому мы ездим в магазин часто. Ну и поесть я люблю. Вот здесь у нас туалет, он же душ, он же гардеробная, он же склад вещей, которые не нужны ночью. Такое интересное пространство, как в космическом корабле где-то. Оно маленькое, я не сразу к нему привыкла. Но вот тут можно почти стоять в полный рост. Мыться, конечно, приходится сидя на унитазе. Вот так выдвигаешь душевую штучку, и можно спокойно обмыться. Дверка закрывается. На самом деле мыться удобно. И когда ты можешь помыться в любом месте, просто ты вернулся с хайка какого-то, ты весь потный, грязный, и тебе не надо ехать в отель, тебе не надо садиться в машину и что-то ждать, ты просто вот заходишь и прямиком идешь в душ. И еще и моешься с какими-то шикарными видами, красивыми. Чтобы нагреть воду, нужно вот там нажать кнопочку, выбрать температуру, и она моментально нагревается. Вот здесь находятся все столовые приборы, причем есть задвижка. Вот так. Чтобы в процессе езды вот эти шкафчики не выдвигались. Например, мы сейчас стоим под углом, и вот он периодически вот так будет выкатываться. Главное, Я что-то нажала, не знаю что, опять что-то загудело. В доме много разных кнопочек, о существовании которых я до сих пор не знаю. Здесь сверху тоже есть полочка. В ней всякие приборы, в которых разбираются мальчики. Когда мы находимся дома, мы переворачиваем вот так кресло, и у меня есть свой отдельный столик. И вот так быстро получается идеальное рабочее пространство с большим количеством света. Вот у меня кофеечек здесь. Если интернета нет мобильного, то оно может подключить Starlink, поставить его на крышу. Эти кресла оборачиваются. Вот так. Разворачиваться вот так. На ночь, когда мы ночуем, особенно на парковках в городе, и хочется спрятаться, можно завеситься полностью. Вот так эта шторочка уходит, она дотягивается до того конца. Ну и вот дверь в наш дом. Все это можно закрыть, если не хочешь, чтобы тебя видели снаружи. И вот. Открываешь дверь, а тут мир. Часто мы стоим просто с открытой дверью, потому что мы находимся в лесу, вдали от людей. Сейчас очень классно пахнет осенью, такой прелой листвой. И классно, когда ты у себя дома находишься и можешь дышать вот этой природой, листьями, слышать пение птиц. То есть ты все равно как бы живешь на природе, но при этом у тебя есть комфорт вот большого дома. Снимать обзор маленького автодома – это очень сложно. Но вот это спальня. Такая она очень уютное место. Тут много света, тут много окон, которые на ночь, конечно, можно закрыть. И если хочется немного уюта, можно выключить большой свет и включить вот такие лампочки. Тут стоит байк, гитара. И вот так. Тут много свободного пространства. Вано мне выделил вот эти две полочки. Все остальное это его. Тут тоже она открывается. И на ночь, естественно, все это можно закрыть. Там есть несколько слоев. Ну все, закрыла, короче. Конечно, есть нюансы.
Например, вот об этот угол я постоянно, когда я резала что-то на столе, пыталась дотянуться, я об этот угол билась головой, я не знаю, раз 20, наверное. У меня была такая хорошая ссадина. Еще один опасный угол в этом автодоме – это вот эта вот палка. И когда я хотела взять что-то из шкафчиков, я очень часто влетала прямо головой в эту штуку. И опять тоже слева. Зачем мне это надо? Вот зачем заморачиваться, искать крепление на байк, тесниться в машине с незнакомым человеком целый месяц, когда у меня есть свой путь? Я путешествовала на скутере одна, и у меня было все прекрасно. И первая причина – я люблю разнообразие. И, наверное, благодаря этому я за 9 лет так и не устала от путешествий. Потому что я постоянно что-то чередую. Сегодня я еду на скутере, завтра в автодоме. Сегодня я в холоде, завтра я где-то в тепле. Ну и еще одна причина чисто практическая. На машине мы, конечно, увидели больше мест. Мы смогли заехать по сложным дорогам в такие места, в которые я бы сама не рискнула поехать на скутере. Например, к самому красивому хайку, который мы ходили за этот месяц, вела гравийка, миль на 10, наверное, и она была абсолютно ушатанная. Я бы, конечно, такое не смогла проехать. Немного распогаживается, появились горы. Это радует, потому что пару часов мы шли просто в тумане. Это один из самых красивых хайков, который я ходила в США. Серьезно. Невероятные горы. Ну вот такая реальность путешествия в автодоме. Мы далеко не всегда просто что-то смотрим или ходим на хайке. Сейчас я работаю в парке какого-то города, я даже не знаю, где я нахожусь. Дом стоит вон там. И через 2 часа мы пойдем снова либо на какой-то хайк, либо покатаемся на каяке на озере. А пока время работы. А ты сказал, что ты продолжаешь работать. Ты также работаешь в IT или чем-то еще занимаешься? Но тут очень мало изменилось с точки зрения образа жизни, потому что все тот же монитор, все та же клавиатура и мышь, но я занимаюсь уже тем, что мне нравится. Я занимаюсь фото-видеосъемкой на коммерческой основе, то есть мои фотографии и видео с моих путешествий, они покупаются вот по всему миру на фотобанках, фотостоках. И еще открыл за время путешествия свой YouTube-канал, где я рассказываю о себе, и какая-то копеечка там тоже начинает приходить. Это тоже прикольно, интересно. Ну и, конечно, мне хотелось пообщаться с Вано, а не обрывать наше знакомство так резко. Потому что жизнь дороги дает немного шансов поближе узнать человека. И обычно людей приходится отпускать слишком рано. А ведь каждый человек, он как отдельная планета. И изучать их так же интересно, как и другие страны. Приехали на паром. Мы сейчас едем на пароме сквозь океан, его маленький кусочек. Погрузили наш автодом. Я уже сказал наш. И обошлось это удовольствие всего где-то, по-моему, $60, чтобы его перевести. Лена обошлась в $3, чтобы ее перевести. Если умножить количество лен, поделить 60 на 3, то все равно автодом будет дороже. Есть многие страны и места, которые, просто были умопомрачительные. Но больше, чем это, мне запоминаются какие-то вот такие вот небольшие, но неожиданные моменты в путешествии, где люди проявляются вот с какой-то положительной стороны. Вот простой пример, когда я приехал в один вечером храм, и
Он уже был закрыт, конечно. Я стоял снаружи сфотографировать. Выходит, значит, священник такой, и мы с ним разговорились. И он такой: слушай, говорит, а давай я тебя проведу, покажу все. И он меня заводит, включает там свет, все эти дела, рассказывает мне историю, а потом меня благословляет на дорогу, там все это говорит, все слова. Такие вот элементы доброты человеческой, и это только один пример, таких примеров было много, и когда и с автодомом какие-то проблемы случаются, и когда в неожиданных местах люди тебе делают больше, чем ты от них просишь, вот это меня как бы не то что поражает, но это меня приятно удивляет, и запоминаешь это, потому что в бытовой жизни, когда люди все настроены на то, что человек человеку волк, условно, и ждут какого-то подвоха, когда они видят путешественника, мне кажется, в том числе, они немножко расслабляются, потому что они понимают, что он приедет и уедет, и ему тут есть вот возможность себя как-то показать, себя проявить, и при этом никакого подвоха, никакого риска тут практически нету. И ты начинаешь как-то надеяться, что вот, ну, с человечеством еще не все потеряно. Мы в национальном парке Олимпик, и сегодня мы пойдем вон на ту гору. Мы хотели сходить во второй хайк вечером на закате, но начался пожар где-то, и все затянуло дымом. Поэтому, походу, пора выбираться отсюда. Друзья, у нас сейчас ЧП. В общем, мы горим. Очень жаль, потому что мы планировали в этом лесу, в этом парке пробыть 3 дня. Мы приехали в первый день, успели сделать один поход, сели поработать, и буквально через час все просто заволокло. Видимость метров 50, не больше. И где что происходит, непонятно, потому что связи тоже нету. И вот впереди, в общем, такая вот пелена. Нельзя открыть ни окна, ни двери, потому что сразу дым. Уже что-то краснеет тут впереди. Надеюсь, это просто солнышко. Но, в общем, едем в неизвестность такую вот. И чтобы выехать из парка, нам еще нужен где-то час. Похож на Каракас. Ну и вот настоящая романтика жизни в доме на колесах, когда ты ночуешь в городах, где-то на парковках, и выходишь прямо из дома в планету фитнес. Закрыть дом. Первое, что нужно проверить, стоит ли байк, правильно? В планете фитнес можно сходить в нормальный туалет, нормально помыться. В путешествиях мне очень не хватает спорта, поэтому каждый день, каждый момент, когда я могу сходить в спортзал, я обязательно это сделаю, даже если я очень уставшая. Сейчас 7 утра, но я бегу заниматься. Прям отдельная кабинка. Вот такая. Я никогда таких планет фитнеса не видела. Наконец-то я помоюсь. По мужикам. Вот это вот реальность жизни в автономе, а не то, что там снимают блоги. Конечно, в этом путешествии были сложные моменты, были минусы. Путешествие с другим человеком – это всегда большой компромисс. И поэтому я редко путешествую с кем-то долго. А с Вано мы просто очень разные в плане привычек. Он жаворонок, я сова. Он любит порядок, я навожу бардак. Он очень организованный, у него все по плану, а у меня в голове хаос. Поначалу, конечно, это интересно. Например, я вставала много раз в 5 утра, чтобы сходить в поход на рассвете. Я никогда за 33 года этого не делала и вряд ли буду делать. Зато я увидела самые невероятные рассветы в своей жизни, которые я буду помнить еще много-много лет.
Один из минусов жизни в автодоме – это туалет, потому что автодом маленький, и туалет, естественно, находится и на кухне, и в спальне, и на рабочем месте, и там просто невозможно уединиться как-то. То есть второй человек, даже если он этого не хочет, он все равно будет знать, когда и что ты делаешь. Поэтому, когда у меня есть возможность, я вот иду в лес. Ну и кроме того, я интроверт, и для того, чтобы восстановить силы, мне нужно быть одной, в тишине, ни с кем не разговаривая. А таких моментов у нас выпадало не очень много в этом путешествии. Мы всегда либо шли на хайк, либо находились вместе в машине. Такое очень атмосферное утро сегодня, все в тумане. Надо, на самом деле, просыпаться. Я засиделась дома с кофе, немножко устала вставать каждый раз в 7 утра. Океан сегодня неспокойный такой. Если честно, я люблю такую погоду, такую пасмурную, туманную. Все-таки не зря я 8 лет прожила в Питере. Оно навевает какое-то меланхоличное настроение. Хочется просто гулять, идти куда-нибудь в неизвестность. Rainy days don't seem so bad. Stormy nights don't stay. Вода! From the moment that we met, you were away. Oh. Но в итоге я очень устала. Еще и путешествие у нас такое насыщенное. Мы каждый день куда-то едем, мы практически каждый день ходим в походы. Еще и работа добавилась над каналом в YouTube. В какой-то момент я просто очень-очень выдохлась. И были дни, когда я лежала на кровати и просто плакала от усталости. Если б мишки были пчелами, то они бы ни почем, ни за что б и не подумали так высоко строить дом. За эти 6 месяцев какие у тебя впечатления от жизни в автодоме? Ты в какой-то момент пожалел о своем выборе или хотел бы вернуться назад и что-то изменить? Ну, я себе часто говорю вообще, а где я был раньше, почему я раньше такого не сделал? Конечно, в автодоме, в жизни в автодоме, вот именно в таком, который я веду, полно нюансов, приходится идти на какие-то компромиссы, но те эмоции, те плюсы, которые я получаю сейчас, я не знаю, что будет через год, через 2, через 3, но вот эти полгода полной эйфории, они перекрывают все бытовые неудобства и мелочи, которые у меня возникают. И самые сложные нюансы? Наверное, найти баланс между вот новой работой и отдыхом. Да? Бывает, что вот уже все места в штате посетил, и надо там неделю-две плотно поработать, это все пообрабатывать. То есть уже на вторую неделю хочется все это бросить и продолжить дальше путешествовать. Но это, с другой стороны, и подогревает интерес, чтобы не перегорать вот от эмоций постоянного чего-то нового. Был еще один нюанс, конечно, с недостатком общения, с недостатком общения противоположного пола в том числе. И хоть у меня и встречаются, конечно, в каждом штате люди, которые попадаются на дороге, с которыми я общаюсь, такие же путешественники, как я, или просто любопытные, которые подходят, но, как ты понимаешь, не хватает времени, чтобы с ними как-то завязать более доверительные отношения, где можно было бы чуть-чуть быть более искренним, и они бы тебя лучше понимали, то есть ты не успел их узнать получше, как надо уже ехать дальше. Больше всего я скучаю все равно по семье, по общению с близкими, по не просто общению, а по вот физической близости, когда можно человека обнять, когда можно там с ним поужинать, поговорить глаза в глаза. Вот это вот все, конечно, очень не хватает. По кошке по своей скучаю очень сильно. Я ловлюсь на том, что у меня по ночам какие-то хватательные рефлексы, а вот того, кто обычно на мне лежит, нету. И рефлексы остались, и что-то вот хочется погладить, но себя гладить не будешь, но вот приходится с этим как-то мириться.
Но на самом деле это все мелочи. И через пару дней я отдохну, и со мной останутся воспоминания, со мной останутся эти невероятные места, эти моменты, которые мы пережили вместе. Пора в путь дорогу, дорогу дальнюю, дальнюю, дальнюю идем. Вот так вот собирается Ленка в большое кругосветное путешествие. Где завтра ночевать, непонятно. Ты сегодня ночевать? Где сегодня ночевать, вообще непонятно. Turn up the dial.